Недавно в нашем лесном хозяйстве появился новый лесник, молодой, сильный мужчина, любитель своего дела и своей работы, не то что старый пьяница, который только зря получал свою зарплату. И спорили с ним, и ругались, а толку ноль. Председатель несколько раз приезжал и лично ругался с ним. И тут вдруг случай. Просится на работу молодой мужчина, и диплом есть из лесотехнической академии, грех было не взять такого работника. Алексей приехал на новое место с семьей, жена Варвара и сын Тимоша. Старый лесник Митрофан затаил злобу на нового, что тот лишил его легких денег. Алексей любил лес и свою работу, вывез из леса весь мусор, да и за зверьем следил, кормушки устанавливал и браконьеров приструнил, капканы все из леса собрал. Стал Митрофан пакостить Алексею, то кормушки разломает, то норы бобровые разорит. Народ догадывался, чьих рук дело, подтрунивали над ним, и если бы с таким рвением ты, Митрофан, в лес ходил, когда лесником был, может, и сохранил бы свою работу, а он только плечами пожимал. Алексей ничего не говорил, не жаловался и претензий не предъявлял, только дольше времени на работе проводил, так и жили они. А однажды Митрофан пожар в лесу устроил. На счастье, Алексей оказался неподалеку, заметил дым вовремя, справился своими силами, хоть и пришлось пожертвовать новой курткой, чтобы пламя затушить. И снова он промолчал, не хотел он конфликтовать. Новый человек он здесь. Переживал, что люди будут думать, вдруг к Варе и сыну станут плохо относиться. Митрофан то какой-никакой, но для них он свой человек. А однажды случай приключился. Алексей обходил лес и увидел, что у реки два волка дерутся, сошлись не на жизнь, а на смерть. Притаился мужчина, хотел уйти, но уж больно хотелось узнать, чем у них тут дело закончится. Один более крупный волк, наконец, повалил соперника, встал над ним, как огромная гора, и столкнул с крутого берега в реку, издал победный вой и удалился в чащу. Алексей обошел пригорок и спустился к реке, думал, побежденный хищник ушел уже, а он так и лежит наполовину в воде. Мужчина осторожно подошел, смотрит, а волк жив еще, обессилел просто. Даже на то, что человек подошел, волк не отреагировал. Алексей погладил зверя по голове, тот даже не зарычал. Мужчине стало очень жалко поверженного хищника, он проникся к нему внезапным сочувствием. Волк лежал и не шевелился, словно просто не хотел жить после поражения. Лесник взвалил его на плечо и понес домой. В деревне никто не видел, как он волка принес, кроме Митрофана. «А что, разве уже сезон охоты открыли на хищников?» — поинтересовался с улыбкой Митрофан. «А я и не с охоты. Видишь, болен зверь», и повернул морду волка. Тот удивился и пошел своей дорогой, а вскоре на Алексея кто-то написал жалобу, что не в сезон промышляет охотой на зверя. Все знали, чьих рук дело, но с проверкой все-таки приехали. Алексей предоставил им доказательства совершенно живого волка, лежащего в сарае. Варвара ухаживала за ним, как за настоящим пациентом. Когда все уехали, Варя сказала мужу: «Знаешь, по-моему, волк глухой. Думаешь, в этом причина его безразличия ко всему?» — спросил муж. «Запросто. Я не зоолог и не психолог». Но когда председатель хлопнул дверью в сарае, волк даже ухом не пошевелил. Алексей предположил, что у волка была контузия. Вместе со своей стаей он мигрировал сюда, стая влилась в другую, а этого волка вожак просто выгнал, хотя это было всего лишь предположение. Спустя время серый хищник начал поправляться. На резкие громкие звуки иногда даже поворачивал голову и сразу приседал. Тимоша подружился с волком. Сначала Варвара боялась подпускать ребенка к дикому зверю, а потом пошла как-то покормить его. Открывает сарай,
А там Тимошка уже сидит, играет, обнимает его за шею, гладит и приговаривает: «Хорошая собачка». Волк ухом в его сторону провел. Показалось, что тихий голос ребенка волк каким-то образом слышит. Раны у него зажили, и даже зеленка на морде стала почти незаметной. Словом, волк был практически здоров, но уходить в лес не торопился. Неожиданно в деревне стали пропадать куры и кролики, жители всполошились, они знали, что у лесника живет волк. Митрофан постарался всем рассказать об этом. Снова на Алексея поступила жалоба, он даже заплатил штрафы, пообещал хорошенько запирать сарай. А Митрофан никак не унимался в своей злобе. Однажды Тимошка остался дома один, он немного простыл, и мама не повела его в детский сад. Все было хорошо, но вдруг, непонятно из-за чего, в доме начался пожар. Огонь быстро распространялся. Мальчик испугался, залез под кровать и стал кричать. Вдруг сквозь дым к нему забежал волк. Он схватил ребенка за рубашку и вытащил из огня. Мальчик совершенно не пострадал, просто испугался. Подоспевшим людям он рассказал, как собачка вытащила его из пожара. Дом успели затушить, хотя позже пришлось делать ремонт. Полиция выяснила, что пожар начался от спички, которую бросили в форточку. Первой загорелась капроновая занавеска, а потом пошло дальше. Соседи видели, как у дома, как раз в это время, крутился Митрофан. Его арестовали, он не стал отпираться и сознался во всем. Не знал, говорит, что мальчик дома был, так бы никогда такого не сделал. Он хотел отомстить Алексею за потерянную работу. Хотел, чтобы дом у него сгорел вместе с этим волком, и они потом уехали, думал, тогда его снова лесником возьмут. Сознался также, что и кур, и кроликов сам таскал, чтобы на волка все свалить, и жалобы писал, и в лесу все портил. Он встал перед Алексеем на колени и взмолился, начал просить прощения. «Бог тебе судья», — сказал Алексей. Волк так и остался жить у лесника. Слышал он уже хорошо, но, видимо, благодарность к человеку за спасение оказалась сильнее всяких инстинктов. Серого хищника так и назвали, как звал его Тимошка, собачка, а тот с удовольствием откликался. Дорогие зрители, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.